Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, сегодня хочу вам подарить исцеляющую чистку. Это очень сильная работа, поэтому относитесь к этому серьезно. Или не трогайте вовсе, или сделайте, как должно быть, как положено. В этом ритуале мы призываем на помощь силу одной из знаменитых ведьм. Звали ее Видана. Видана или ведающая. Быть может, ее так не звали, может, народ ее так прозвал, ведущий. А может, ее так звали. Согласно легенде, она жила в древние времена и помогала людям и обучала колдовству. Тех, в ком видела силу. Эта чистка может помочь оздоровить ваш организм и убрать подсознательные страхи, внутренние вот эти неприятные ощущения, панические атаки, трясучка и прочее, прочее. Что вам нужно для этого делать? Итак, для начала вам нужна полынь. Найти полынь не такая уж большая проблема. Это не редкая трава. Можно заказать в определенных магазинах. Вам нужен нож с деревянной рукояткой. Покупая этот нож, сдачи не берите. Или сделайте так, чтобы у вас денег было ровно столько, сколько он стоит, либо расплатитесь картой, но сдачи не берите. 6 свечей восковых. Ручка с бумагой. Нужно зажечь полынь. Пока окуривается полынь, очищается пространство, потому что полынь трава создает некую такую невидимую сетку, которая ловит и убирает ненужные энергии, бродячие духи, энергии, которые мы называем лярвы, кровососущие, да, забирающие энергию, которые цепляются к человеку в трудную минуту, в минуту там, болезни, страха, и забирают его энергию через эмоции. И пока она очищает пространство, с вас отрывает эту энергию. Ненужную вы читаете 6 раз. Каждый раз проносите нож вот так вот через пламя. Я покажу, естественно. В конце, когда прочитали, берете бумагу. На этой бумаге нужно написать все, что вас тревожит в данный момент. Преследует вас. Там, например, напишите: преследует меня такой-то. Или боль, где у вас болит. Или безденежье, усталость. Все, что у вас есть. Этот список пишите. Зажигайте 6 свечей, кидайте туда, чтобы оно тоже сгорело. Когда это все сгорит, это все вместе с огарками свечи на следующий день выносите, оставляйте под деревом. Можете маленькую чекушку водки взять или коньяка, крепкий напиток. Можно ром. 6 монет. Кусочек черного хлеба. Положите под дерево и говорите: от меня ведьме Видане в благодарность. Отвернитесь и уходите. Нож, который тоже нужно взять с собой. Просто идете через перекресток, вот так вот просто рядом, вот так кинули, не глядя, и ушли. Нож должен валяться посреди перекрестка.
потому что вы на него свели все ваши болезни. Вопрос возникает, кто подберет, тот себе возьмет? Нет, потому что это не перекид. Вы понимаете, как магия, она такая наука точная. Что сказали, то и будет. Какое дали задание духам, так они и исполнят. Вы сказали, перекидываю свои болезни на того, кто возьмет этот нож, значит, именно вот так и случится. Если вы не сказали, вы просто отсекли от себя, значит, просто эти болезни уйдут в весь мир. То есть по миру уйдут и вас оставят. Еще момент. Когда вы будете говорить, проведите ножом по тому месту, где у вас болит. Желудок болит, значит, неважно, по часовой стрелке, круговыми движениями. Просто вот ощущение, как будто вы эту болезнь, боль отрезаете. Как вы отрезаете ломтик? Вот, ну, вот так вот отрезаете, да? Ну вот слегка, естественно, не по коже и не по телу, а просто сверху вот так проносите, как бы отрезая эту боль, то, что у вас есть. Если у вас ноги болят, значит, вот чуть подальше от ног, может, у кого-то варикоз, скажем так. Если с сердцем проблемы, если у вас просто в общем и целом, да, усталость и апатия, и бедствие и так далее, это исцеляет тело и душу. Если в общем и целом, просто пронесите, можете по лицу, по рукам, над головой не надо, над головой нож нехорошо проносить, если только в определенных обрядах, и то должен делать практик. Вам, как знаете, пронести нож над головой не очень хорошо, поэтому этого делать не следует. Итак, сначала зажигаем полынь. Ой. Я не все взяла, чуть кусочек, потому что этого достаточно вполне. Это очень горькая трава, и запах от нее не самый радостный. Вообще я вам советую вот эту полынь зажечь и вот так взять и пройтись по комнате, распространить этот дым очищающий. О, какие звуки издает, однако. Она полностью очищает пространство, поэтому вот это вот достаточно, я думаю, вполне. Иначе дым мне будет мешать работать. Все, довольно. Вы можете по всем комнатам ходить, а мне здесь сидеть надо еще минут 15. Да, вот огарки свечей, вот этот пепел, все вместе в чем носить. Ну, я думаю, что можете в какой-нибудь, то есть не пакет, ой, извиняюсь, кусочек ткани завернуть. Как раз пакет, как раз не очень подходит. Именно живой материал. Можете в свою старую какую-нибудь вещь завернуть. Так. Да, вам статуя Гекаты не нужна. Это я так просто. Начнем. Значит, показываю. Читая, пронести над собой плечи, руки, живот, там ноги, если они болят. Общая картина, общая над своим телом. А потом вот таким образом вот проносить над свечами. То есть сжигать все, что вы оттуда собрали. Это отсекает вот эти самые лярвы. Начнем.
Я не буду сейчас проносить над собой, я просто так ножом пронеся буду читать. Иду я босоногая, иду простоволосая, из дверей в двери, из ворот в ворота, во чисто поле, в восточную сторону. На восточной стороне, к ярой реке, у той реки огненные волны да каменные берега. Через ту реку переходит великая ведьма Видана, носит в руке меч. От меня все порчи она сможет отсечь и отсекает, с меня убирает испуги из глаз, урок и призор. Худое слово от своего и от чужого, скорби, недуги, от бабы и от мужика, от черного человека, от червонного человека, от слова страшного, от подклада заговоренного. Ой, душит это полынь. От бед и от тоски, от зла на пути, от всего, что мне мешает, что назвала или не назвала. Видана ведьма своим мечом все очищает, от меня убирает, в огненной реке сжигает, жизнь мою обновляет. Гори все зло, наведенное, али обретенное, али подберенное, мечом отсекись в реке огненной. Сгори, сгинь. Отсекитесь от меня, черные упыри, духи полуночные, злые, бессердечные, вам тут не быть, белые кости не ломить, красной крови не пить. Онеметь вам, одеревенеть вам, в реке огненной сгореть вам. Не я приказала, а сама матушка, ведьма Видана, сказала. Очистила меня, обновила, на новую жизнь благословила, крепки мои слова. Крепче камня латырь. Истинно так свершилось. Берете. О, плохо стало. Чуть-чуть закружилась голова. Значит, берете лист, пишите на нем все свои бедствия. Ну, я, например, напишу усталость. Не буду вас своими бедствиями напрягать. Написали усталость. Сгори, сгори, сгори в реке огненной, а меня освободи. Очисти и обнови, на новую жизнь меня благослови. Истинно так заклято. Ну вот у нас опять, наверное, полынь взялась. Любит меня полынь, однако. Я ее тоже люблю, однако. У нас вообще взаимная любовь. Шучу. Так, все. Отстань. Все. Хорош. Все, дорогие друзья, хоть сегодня очень устала, но поскольку обещала уже сколько дней, все же дарю вам. Пользуйтесь во благо, только сделайте все правильно. И через некоторое время у вас будет ощущение, что тело молодится и приходит в норму. Хочу напоследок ответить, устала уже от этих вопросов. Луна имеет значение, не имеет значения. В моих ритуалах не то, что она не имеет значения, но мои ритуалы можно совершать в любое время лунного цикла. Просто когда луна убыльная, чистится быстрее и легче. Когда луна растет, в основном в это время делают денежные ритуалы, потому что идет на рост, значит и финансы на рост. Но мои ритуалы работают в любое время, понимаете, лунного цикла. Другой вопрос, что когда вы чистки делаете при убыльной луне, они просто сильнее получаются. А при луне растущей или полнолунии они получаются, но 70%, например. Но в любом случае это тоже можно считать отличный результат. Просто при убыльной луне они сильнее получаются. Любовные ритуалы
при убыльной луне они слабее могут получиться, а при растущей или круглой луне они сильнее получаются. То же самое с деньгами. Поэтому вот сами определитесь, если у вас сил не хватает, если вы устаете, если вы обессилены, значит, сделайте чистки как раз при убыльной луне. Там полмесяца всего-то. Полмесяца так, полмесяца сяк. Тут особо-то ждать не 40 лет надо, но просто если у вас совпадает чистка при убыльной луне, значит, она у вас будет намного сильнее, чем при растущей. Вреда она вам не принесет, но есть люди, у которых есть особая сила, у них и при этой луне, и при той получается прекрасно. Понимаете? Вот в чем разница. Поэтому, когда вы надоедаете мне с этим вопросом, а когда, а чего, я вам объясняю. Вот сейчас объясняю. При растущей луне сильнее получаются денежные ритуалы и любовные ритуалы. При убыльной луне получается сильнее чистки. Чистки, убирание болезней и так далее. Но это не значит, что если вы при растущей луне провели чистку, значит, она плохо получится. Нет. Просто больше сил отнимет и немножко труднее пройдет, чем если бы луна была убыльная. Вот, например, тот же самый ритуал вы один раз сделали там на ура прошло, да, а второй раз сделали как-то слабовато. А потом опять сделали что-то хорошо. Это просто у вас совпадает с лунным циклом. Значит, вашей силы не хватает. Луна помогает, она обладает магнетизмом, силой. Понимаете, почему говорят лунный цикл? Луна обладает силой. Луна помогает вам в этом деле. Усиливает, то есть вот ваша энергия, еще энергия Луны добавляется и получается сильнее. Но смотря что вы проводите. Итак, чистки сильнее всего получается при убыльной Луне, любовная магия, денежная магия при полнолунии или при растущей. Растущей лучше иногда получается. Полнолуние, как правило, это уже на богатство делается, на любовную тоску. Вообще сильные привороты стараются в полнолуние сделать. Но вам ждать не нужно. Если у вас силы хватает, если вы уверены в своей силе, возьмите, сделайте любой лунный цикл. Вот и вся разница. И не надоедайте мне с этим вопросом. Я устала отвечать реально. Если я не пишу, значит, оно не имеет никакого значения. Можете сделать хоть сейчас, хоть потом. Вреда не будет. Просто уверены в своей силе, сделайте хоть на убыльной луне там денежный ритуал. У вас получится очень хорошо. А может слабо получиться, потому что вашей силы не хватило. Понимаете меня, в чем дело? Хотите помощи лунного цикла, Луны, значит, ждите или полнолуния, или убыльный, чтобы сделать либо, значит, снятие, либо то. Мне иногда спрашивают, а порчу на какой лучше делать? Вообще порчу, смотря какая порча. Если вы делаете на бедность, на убыльной хорошо, быстро работает. Если вы делаете, чтобы у них болезни росли и проблем стало больше, на нарастающие. Это знать надо, дорогие друзья. Но вам это зачем надо? Не загружайте свой мозг. Вы делаете то, что вам положено, то, что вам поможет. Я очень многие сильные ритуалы просто приспособила для обычного человека, чтобы ему помочь, дать право. Для кого это все создается и выдается, и дается из моих архивов, вытаскивает. 100 раз уже говорила. Я не способна физически помочь многим сотням, тысячам людям. Но я этим сотням, тысячам подарила работы, которые помогут им без меня. Это же моя сила, через мою силу создана. Какая разница? Так что пользуйтесь на здоровье, дорогие друзья. Всем удачи!